Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, как вы поняли уже, а, о законченной раскрасочке. Так что, кому интересно видео такого формата, оставайтесь со мной, готовьте чай, кофе, печеньки. И будем с вами листать раскрашенную, законченную раскрасочку. Да? В данном случае это волшебные раскраски «Мир вокруг нас». Это у нас издательство «Хоббитика детям». Люблю эти раскраски. Очень яркие, позитивные. Легко краситься. Я здесь крашу преимущественно фломастерами. И, собственно говоря, не заморачиваюсь. Знаете, как это объяснить? Ну, мне не принципиально. Понятное дело, я стараюсь, но уж совсем не расстраиваюсь, если где-то что-то не так. Я ее покупала, если не ошибаюсь. По-моему, я ее купила, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Но могу ошибаться. Какие-то я брала здесь в Уренгое, какие-то в Питере и одну в Краснодаре. Да, вот такое вот разнообразие. В общем, я ее закончила, как вы понимаете. Давайте полистаем. Первый у нас начинается, ну, я так понимаю, весна. А здесь, я так понимаю, все иллюстрации весна, лето, осень, зима. Ну и, соответственно, я и старалась красить по большей части так, как есть, но начинала я ее, по-моему, с осени. Как раз-таки в Питере, да, значит, я ее там и купила, скорее всего. Первая такая вот весна. Красила фломастерами. Сейчас уже понятное дело, прям на 100% не скажу, где какие фломастеры, поэтому да. Ну, собственно говоря, здесь фломастеры, браши, аква. То есть все вместе. Допустим, здесь вот точно фломастеры, наверное. Здесь и фломастеры, и браши, я так, насколько помню. Браш-пены, я имею в виду, есть от Faber-Castell, есть другие браш-пены, то есть, опять же, тоже. Дальше вот такие вот, вот такая вот иллюстрация у меня была весенняя. Вот такая, здесь вот фломастеры. Здесь тоже фломастерами преимущественно. Весенняя иллюстрация. Дальше вот такая уже идет лето, я так понимаю. Вот такие вот красивые лебеди. Здесь уже Faber-Castell брашпены были. Ну, сразу видно, когда фломастеры, когда брашпены, они как-то вот сразу отличаются. Дальше. Вот это вот одна из последних, я уже заканчивала раскраску. Она у меня как-то получилась летняя, не раскрашенная. И уже вот видно, да, фломастеры. Здесь вот вообще 3 фломастера на одном, вот этом вот солнышко, наверное. 3 фломастера, вот разные оттенки. В общем, они не пишут. Подводить начали все фломастеры. Собственно говоря, вот брашпен фаберовский, он тоже уже в некоторых моментах не особо хорошо. Вот, по-моему, это Крайола. Почему, собственно говоря, я начала многие раскраски заканчивать именно фломастерные работы, потому что, ну, они все уже. Какие-то просто заканчиваются, какие-то умирают, какие-то вообще непонятно, что с ними. И вот как, допустим, здесь сразу 3 фломастера, я прям, ну, куда деваться? Ну, приходится терпеть. Здесь вот вроде как тоже весна, судя по нарцизы и так далее. Это явно весна, не лето. Да, вот сразу такой контраст. Хотя, может быть, здесь тоже весна. Вот можно расценить как весна, любовь. Да, потому что здесь нарцизы, крокус этот, или как он правильно, уже забыла. В общем, деревья цветут. Здесь тоже фломастеры. Дальше вот такая вот курочка с цыпками. А здесь аквамаркеры. Ну, Китай. Китайские. Их сразу видно. Не ахти. Очень мне они не понравились. Как ложатся, не понравились. Цвета какие-то ядовитые, неестественные. Ну, даже вот здесь просто фломастеры, да. Здесь вот это, в общем, особенно рыжий.
мама, не горюй. Ну, вот так вот. Полосят почти везде, все полосит. Но я, как я уже говорила, наслаивать здесь я боюсь, потому что протекает в этой раскраске вообще все протекает. Фактически про эту. Поэтому не стала рисковать. Здесь я пробовала какие-то фломастеры, покупала и пробовала их. По-моему, Faber-Castell или что-то в этом роде я пробовала, экспериментировала, раскрашивала. Именно фломастеры. Или что-то вот чем-то я красила новым здесь. Да, нужно было записывать, да. Теперь буду каждую раскраску еще вкладывать листочек, да. У меня здесь в одной в какой-то раскраске, он здесь есть листочек. Но в эту я, наверное, да, не вложила. Писать, какая страничка, чем крашу, потому что потом, вот видите, сложно уже сказать. Дальше. Эту тоже я раскрашивала иллюстрацию, уже докрашивала, и тоже вот в некоторых моментах видно отличается. Вот оранжевый тоже уже все умирает. А здесь были фломастеры Faber-Castell. Именно просто фломастеры, по-моему, если даже не ошибаюсь, гриб, который серия, или гриб, по-моему, гриб. Дальше вот такой линенок. Здесь и фломастеры, и чуть-чуть брашпен, по-моему. Вот, по-моему, брашпен от Faber-Castell. И, по-моему, вот это. Не буду сейчас утверждать. И вот это, по-моему. В общем, тоже. Как я уже сказала, все полосит. Я сильно не расстраиваюсь, не зацикливаюсь на этом, потому что, ну, это фломастеры. Никуда от этого не денешься. А некоторые, вот, к сожалению, вообще ужасно рисуют. Здесь вот брашпен, он вроде неплохой, но в какой-то момент, видите, началось, что, ну, заканчиваются уже многие. Вот. Здесь фломастер. Именно просто фломастер Faber-Castell. Тоже, видите, как странно лег. Поэтому, да, прям такая печалька. Некоторые, вот, допустим, еще Animal Planet здесь фломастеры. Здесь уже точно лето. Такие вот бабочки. И пришлось фломастером. И тоже он уже бедный. Я его еле-еле докрасила. Начала уже выжимать из него все, что можно. И, в общем, он умер. Уже вот видно, к сожалению. Прям совсем светлые голубые у меня закончились. Нету. Не было. Пришлось синим. Ну, в целом, если бы он нормально лег, то в целом неплохо. Ну, никуда не денешься. Это, знаете, такой вот, я люблю такие раскраски, красить, сидеть. Когда настроение не очень хорошее или еще что-то. И вот сидишь, не задумываясь, не заморачиваясь, их красишь. То есть нет у меня к ним таких прям ни претензий, собственно говоря, ни каких-то моментов, чтобы сидеть прям кропотливо. Нет. Вот она как раз для таких целей. Раскраска это. Ну, я имею в виду такие детские. Они мне нравятся, они яркие, цветные. В общем, полет фантазии такой, да. Тут я немножко ошиблась. Часть забора, видите, разогналась. Уже не стала ничего исправлять. Немножко у меня были вопросы к этой собачке, потому что слишком получается здесь. Ну, это не то, чтобы я даже выбрала светлый цвет. Ну, дальше, понятное дело, лето. Красила, не поверите, как предложено, так и я и выбирала цветовую палитру. Но она, так, я надеюсь, видно все-таки. А то, может, одна я сижу, смотрю. Но вот как-то прям, по крайней мере, именно в плане неба, слишком уж такое получилось красное. Не знаю. Тигренок. Когда уже заканчивала, тоже вот ее красила и с удивлением обнаружила, что здесь тоже есть тигренок. Ну, сейчас год тигра, поэтому тигренок такой вот красивенький, тигрюлька. Здесь тоже, опять же, здесь все Faber-Castell брашпены. За исключением вот этого яркого малинового, это Сонет. Аквамаркер Сонет. А здесь Faber-Castell гриб и что-то еще, просто фломастеры, наверное. Да. Здесь вот этот браш от 100. Вот такие вот от 100 брашпены.
Они тоже считаются как акварель, ну, не знаю, не особо акварель. Дальше вот осенью мы красили вот такую иллюстрацию сырой. Осеннее что-то. Может, сама, может, сырое, я уже не помню. Я помню, что мы здесь что-то сырое красили, что-то сама, что-то еще с девочками. В общем, поэтому не могу утверждать на 100%, где что уже, конечно, не скажу. В целом, неплохо. Вот здесь по большей части тоже брашпены. Ну, по крайней мере, я точно знаю, вот это брашпен от Faber-Castell серый. Вот это вот он рыжий, желтый. Точно знаю, этот цвет очень нравился. Такой вот охристый у Faber-Castell. Вот фиолетовый такой. По-моему, здесь все Faber-Castell. За исключением синего, опять же, это фломастер. Дальше. Вот такой вот подсолнухи, чучело на огороде. Здесь тоже по большей части Faber-Castell. По-моему, здесь все даже Faber. Вот такая вот прелесть получилась. Вот такого лося мы сырой красили. Наверное, лось, но вряд ли это олень. Больше на лось похож, по крайней мере. И вот по осени мы красили, и, по-моему, ноябрь. Это был месяц или что-то в этом духе. Дальше вот такая вот сентябрь. Но я ее красила, я не уверена, к сентябрю, не к сентябрю, но тоже. Вот такая красотень. Белочка. Здесь тоже должен был быть, я так понимаю, ну, судя по вот этим вот цветовым точечкам, более светлый цвет. Но так как у меня уже его нет, красила тем, что есть, как говорится. Здесь тоже, ну, здесь везде, в общем-то, смесь, да. Куча, прям много-много разных фломастеров, разных и брашей. Вот такой вот по осени сидела, красила, начинала красить вот такую вот иллюстрацию, но потом как-то что-то не срослось, я не докрасила, поэтому сидела на днях, докрашивала здесь. И вот такая у меня получилась работа. Там виноград, не знаю, капуста, морковка и так далее, и так далее. В общем, дары огорода. Вот как раз иллюстрация, которую я начинала красить в Питере. Наверное, я все-таки ее там и купила, эту раскраску, мне так подозреваю. Все-таки. В общем, я ее раскрашивала, вот эту иллюстрацию, в Санкт-Петербурге. Как раз таки я только купила пару, там в каждой по 4 или по 6 этих брашпенов от Faber-Castell. Я ими только начинала красить, и у меня все начало протекать сюда. Это уже с обратной стороны смотрю, пыталась все, видите, протекает здесь все. И вот ошиблась. Это я точно помню, я сидела, раскрашивала, потому что у Иры она была уже раскрашена, эта иллюстрация, она мне очень нравилась. И вот тут я как-то невнимательно накосячила. И они еще начали протекать, я вроде как расстроилась, психанула, где-то тут у меня даже видно было, что на обратную сторону все начало протекать. Хотя заявлены были прямо на упаковке, что ничего не протекает, ну вот. Немножко расстроилась. Ну, ничего страшного. Дальше вот такой вот замечательный ежик. Посмотрите, какая прелесть. Тоже разноцветные фломастеры. Вот такая вот иллюстрация. Я их уже точно зимой красила, прошлой зимой. Здесь такая вот прелесть. Ну, здесь я смотрю, судя по... здесь есть и фломастеры, и браши. И даже вот, по-моему, Crayola, если не ошибаюсь. Фломастеры. Вот такой вот тоже. Такая вот иллюстрация с птичками. И здесь я красила тоже исключительно брашпены от Faber-Castell. Мне прям нравится. Вот я уже не раз говорила. Мне безумно нравится цветовая палитра у брашпенов Faber-Castell. Какие-то они вот
натуральный, что ли. Вот если смотреть, да, ну, здесь смесь, а здесь еще как-то более естественно смотрится. Если смотреть на другие иллюстрации какие-то, да, они как неестественные. Хотя здесь даже вот Faber-Castell гриб. И смотреть вот на брашпенами, какое-то все такое натуральное, как настоящее, да, здесь как-то вырви глаз. Да. Мне очень нравятся брашпены от Faber-Castell, и как ложатся, и как красят. И их цветовая палитра, конечно, она не такая многообразная, по-моему, там, ну, я так понимаю, что 80, то ли 2, то ли 86 цветов всего лишь. Хотелось бы, конечно, больше, хотя фактически 90 оттенков, ну, в принципе, неплохо. Если все купить, но по цене, конечно, это прям дорого. Сейчас вот я знаю, аквамаркеры новые у них вышли тоже, к слову сказать, не особо-то дешевые. Я пока присматриваюсь. Да, спасибо Юле. Юля подсказала в комментариях, что Юль, привет, что есть еще от Vista Артисты брашпены на не брашпены, прошу прощения, аквамаркеры. Нужно обязательно будет попробовать. Вот такой кот. Мы тоже вместе красили. Я тут тоже нечаянно ухо ему закрасила, разогнала, знаете, фломастером. Потом до меня дошло, что это ушко у него. Ну, ничего страшного. Вот оно у него одно будет кончик темненькое. Ушко. Вот такой вот замечательный котик у камина. К Новому году мы красили вот такую вот елку с Ириной. Вот. Тоже фломастеры все подряд. Здесь вот Крайола. Ее прям, я же говорю, хорошо видно. Разочаровали прям фломастеры. Мало того, что быстро умирают и так далее. Но и некоторые плывут настолько, что это вообще для фломастеров, которые ты фактически, за которые отдаешь, ну, грубо говоря, если округлить, да, 4000, я думаю, что это вообще ни о чем. Прям обидно, я бы сказала. Они должны в таком случае, как они умирают махом, стоить вообще копейки. Ну да ладно. Вот такой снеговичок. Здесь тоже разные фломастеры. Да, здесь непосредственно просто фломастеры, если мне не изменяет память. Это было прошлой зимой. Следующая иллюстрация, тоже зима, очень красивая. Я обожаю вот это сочетание: белый, синий, голубой, зеленый, серый. Вот зимние эти все пейзажи, конечно, смотрятся классно. Здесь я раскрашивала, мне дарили фломастеры Fix Price в чемоданчике. И я вот их как раз таки здесь пробовала, испытывала. Вот. Ну, в целом неплохо. Не скажу, что вау, чуть-чуть все-таки протекает, но в целом неплохо для таких фломастеров. Слушайте, только сейчас обратила внимание, они так забор нарисовали, да, вот выделили, что хоть бы как-то прибавили. Тут как надгробие какое-то стоит, думаю, что за ерунда. Аж на секунду потерялась, пока рассказывала. Так, ну и последняя иллюстрация в этой раскрасочке. Тут такие пингвинчики. Я раскрашивала тоже фломастеры, все подряд здесь. Вот это, наверное, два брашпена от Фаберов. Эти просто два цвета уже хорошо знаю. Скорее всего, и вот этот. Но все равно они классные, но за счет того, что у них кончик очень тоненький, на такие вот огромные, конечно, площади, видите, они все равно будут и полосить. И наслаивать здесь, как я уже говорила, можно было бы, вот он, я надеюсь, будет сейчас видно, кончик. Вот. Очень достаточно тоненькие, они у него уже все, видимо, заканчиваются. Смотрю, кончики у них белеть начинают, светлеть, видимо, все. В плане краски, видимо, уже все. Так, и, конечно, на огромные такие вот площади их не хватает, этих тоненьких кончиков. Но в целом, как я уже говорила, я не придираюсь к этому моменту. Я стараюсь не смотреть. И, как я уже говорила, что, ну, мы раскрашиваем для души, для хорошего настроения. Ну, особенно тут, ну, что тут выделываться-то, да? В целом, с удовольствием раскрашивала. У меня еще есть несколько такого формата раскрасок. Ну, в смысле, вот я не так давно показывала «Мама и малыши», «Большой город», «Подводный мир» и так далее. У меня еще достаточно раскрасочек от Хоббитеки. Буду с удовольствием их красить. Мне очень нравится.
Я сначала думала снять обложку, но сейчас не буду уже. Пусть они так в обложке будут. Кстати, в магазине «Читай город» мне вот Мила покупала обложки с «Читай город». Целый набор там таких обложек на формат А4, да, на книжке. И в целом, видите, они прям идеально. Ничего я тут не подрезала, не подэтовала. Все идеально встают. Ну, раскраска в них вообще хорошо. Единственное, ну вот, буквально сантиметр остается лишним. Но я вот, видите, подогнула аккуратно, скотчем проклеила. И она вот прям как влетая сидит. Все прекрасно, можно пользоваться. Поэтому я решила, ну, пока мне не нужны обложки. Если что-то подобное мне нужно вот одеть в обложку, я, наверное, может, и сниму. Аккуратно здесь она уже ни к чему. То есть она уже не будет так часто в использовании, эта раскраска, чтобы, да, чтобы там испачкаться, еще что-то. Если нужно будет, я одену на другую раскраску. Но в целом, я не знаю, я так думаю. Я думаю, что еще, наверное, может, есть, читая в городе, эти раскраски, чтобы не снимать их отсюда и одевать на другие книги. Уж проще купить набор, там, по-моему, ну, как минимум 10 обложек точно будет. И одевать их в эти рубашечки. Вот такая у меня была раскрасочка. Я довольна, что закончила. Это уже, так, если не ошибаюсь, третья раскраска. Если не четвертая. Третья, по-моему, да, был цветовой квест, колортроник. Теперь вот геоморфоза третья была, да, это четвертая раскраска. Я очень довольна за последних пару месяцев. 4 раскраски, это здорово. Закончить, пускай даже такая тоненькая. Вот. И меня радует, что я не только покупаю раскраски, но и заканчиваю даже такие. Так что я довольна результатом. Спасибо, что были со мной, что посмотрели, полистали вместе со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь, кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Скоро весна, затем лето, отпуска, так что осталось совсем чуть-чуть. Всем вдохновения и пока-пока.